Как производят и транспортируют наркотики? Какую безумную наценку делают, чтобы окупить все потери и взятки? А какие нестандартные приемы используют курьеры? Я Нокс, и сегодня расскажу вам, как работает Мировая наркоимперия и какие безумные деньги там ворочаются. Вы даже себе не представляете. Но давайте разбираться, почему вообще производство наркотиков так выгодно. И проще всего это разобрать на самом элитарном веществе – кокаине. Кокаиновый куст, или просто кока, находит применение у жителей Южной Америки не только в медицинских целях и для чаепитий, но и становится объектом ожесточенной борьбы наркокартелей за его драгоценное сырье. Листья, содержащие гидрохлорид кокаина. Интересно, знаете ли вы, что это вещество в природе служит растению защитой от насекомых? Концентрация кокаина в самих листьях невелика, всего около 0,2%. Листья нужно собрать, выварить, высушить, чтобы из 600 килограммов сырья получить около килограмма чистого наркотика. Представляете объемы? Наркокартели, которые контролируют производство, платят местным фермерам чуть больше $1 за килограмм сухих листьев. Так, за сырье, необходимое для получения 1 килограмма кокаина, фермер может заработать от 450 до $700. Но вы же понимаете, что это копейки. Какова же конечная цена кокаина для потребителя? Она может вас шокировать. На улицах США и Европы за килограмм этого вещества просят от 70 до 120 тысяч $. А если учесть добавление примесей для увеличения объема, цифра может подскочить до 200 тысяч $. Неплохая рентабельность, правда? Но произвести полбеды нужно еще и доставить товар, а вот с этим большие проблемы. Но и они решаются, сейчас расскажу. В 2023 году Европа Столкнулась с беспрецедентными объемами изъятия наркотиков. В Испании было конфисковано 100 тысяч килограммов кокаина, что в 2 раза превышает показатели предыдущего года. В бельгийском порту Антверпен цифра еще выше – 116 тонн. А в Нидерландах правоохранители остановили ввоз 60 тысяч килограммов, что на 9 тысяч больше, чем в предыдущем году. Как это все доставляется? Расскажу чуть позже. Гораздо важнее, что несмотря на такие огромные изъятые партии, еще большие объемы таки доходят до улиц. Смертельные исходы от передозировок в Евросоюзе также впечатляют. В 2021 году было зафиксировано около 6 тысяч случаев смерти, что составляет около 18,3 случая на миллион жителей в возрастной группе от 15 до 64 лет. Для понимания, это больше, чем от ДТП. Технологии значительно усложнили работу правоохранителей. Продажи наркотиков теперь часто проходят через Даркнет с использованием шифрования и гарантией анонимности, что делает задачу поимки преступников особенно трудной. Наркоторговля является ключевым источником дохода для преступных группировок в Европе, принося им примерно 30 миллиардов евро в год. Марихуана остается самым популярным наркотиком, генерируя почти 40% от общей прибыли, что составляет около 12 миллиардов евро. Более 22 миллионов взрослых жителей Европы употребляли марихуану в течение года. В отличие от марихуаны, большая часть которой производится внутри самого Евросоюза, кокаин поступает главным образом из Латинской Америки, добавляя к доходам преступных синдикатов еще 11,5 миллиардов евро. Но как все это провозится? пересечение государственных границ с нелегальными Грузами – это действительно сложная и крайне рискованная операция. В условиях постоянного контроля со стороны правоохранительных органов, досмотра багажа и лиц, преступные группировки вынуждены быть на шаг впереди, непрерывно совершенствуя свои методы доставки наркотиков из точки производства к конечному потребителю. Да, тут тебе и самолеты, пароходы, и даже подземные тоннели между странами. Дельцы разрабатывают все более изощренные маршруты и придумывают новые способы контрабанды, чтобы обеспечить безопасное перемещение своих товаров. Но не только правоохранители вызывают беспокойство у контрабандистов. Большую опасность представляют и сами конкуренты, готовые на многое ради перехвата чужих партий наркотиков. Ведь почему не поживиться, если тебе за это ничего не будет? Не бежать же в полицию в самом деле. Для
Транспортировки наркотиков часто привлекают людей из социально незащищенных слоев, чье положение делает их менее подозрительными в глазах правоохранительных органов. Такие курьеры могут не иметь стабильного дохода или же быть зависимыми от наркотиков, что делает их идеальными кандидатами для роли перевозчика. Они знают, что именно и куда им предстоит доставить, но часто остаются в неведении о других звеньях этой цепи. Кто передал им товар и кто его заберет по прибытии. В последнее время стараются привлекать все больше беременных и женщин с детьми, которые нуждаются в дополнительных деньгах и при этом не вызывают лишнего подозрения. Но кто будет рыться в памперсах на досмотре? Но и от классической схемы, когда возишь и сам употребляешь, по-прежнему не ушли. Ведь это расходная живая сила, которую не жалко, а платить можно бартером. Это могут быть наркозависимые, которые нуждаются в регулярном доступе к наркотикам, или же владельцы ночных клубов и баров, для которых наркотики являются частью собственного бизнеса. В случае перевозки крупных партий наркотических средств рядом с курьером часто находится один или несколько сопровождающих, о существовании которых он может и не знать. Также стоит отметить популярность так называемой «муравьиной транспортировки», при которой множество курьеров перевозят сравнительно маленькие партии. Этот метод позволяет минимизировать риски потери крупных партий при задержании одного из перевозчиков. Хорошо, но какие пути сейчас предпочитают наркодельцы? Одним из основных каналов для транспортировки наркотиков остается железнодорожный Транспорт. Представьте себе старый поезд, рассекающий просторы Европы, где каждый вагон, казалось бы, перевозит лишь зерно или уголь. Но если копнуть глубже, то в одном из вагонов под двойным дном или среди груза тщательно спрятаны наркотики. Безумие, да? Но именно так перевозятся самые большие партии. В железнодорожных поездах тоже находят применение инновационные методы контрабанды. Находящиеся в вагонах рабочие люки часто служат не только для транспортировки наркотиков, но и валюты, необходимой для расчетов с поставщиками наркосырья. Сел на поезд, пошарился под матрасом и забрал грязные деньги. Все полностью анонимно, если использовать поддельные документы. На внутренних рейсах это никто не проверяет толком. Иногда курьеры сопровождают наркогруз в поездах и изымают его на ближайших после пограничных станциях, где его уже ждет специально подготовленный автотранспорт. Автомобильные перевозки хоть и составляют меньшую долю, но не уступают по изобретательности. Контрабандисты используют автомобили с двойными днищами или тайниками под обшивкой салона. Внутри колес задних мостов, даже бензобаков могут быть спрятаны наркотики. Все это делается так искусно, что даже опытный таможенник может не заметить подвоха. Воздушные перевозки редки, но они тоже имеют место. Маленькие партии наркотиков могут быть аккуратно спрятаны в чемоданах с двойными стенками или даже на теле человека, использовав специально изготовленные жилеты или корсеты. И все это с помощью обычных пассажирских самолетов. По словам экспертов, в аэропортах Мексики и Колумбии существуют специальные входы, позволяющие курьерам обходить пограничный контроль. Некоторые самолеты имеют специальные отсеки, сконструированные подкупленными инженерами для безопасной перевозки наркотиков. Кроме того, наркокартели используют людей как живые контейнеры для перевозки наркотиков. Эти мулы могут проглотить до килограмма наркотиков, упакованных в латексные оболочки. Жертвам дают противодиарейные препараты, чтобы обеспечить доставку веществ до Европы. Разрыв одной из таких оболочек может привести к летальному исходу из-за передозировки, что делает этот метод чрезвычайно рискованным для здоровья и жизни перевозчиков. Жертв от такого способа перевозки предостаточно, но самые хитрые методы контрабанды используются там, где нет прямого пересечения границ. Например, дроны могут перебрасывать малые партии наркотиков через границу, минуя пограничные контроли. Или же наркотики можно сплавить по реке в специальных водонепроницаемых контейнерах, которые тихо дрейфуют к месту назначения. Такие потоки частенько контролируются крепкими ребятами с оружием в руках, чтобы не допустить к берегу случайных зевак или рыбаков. опиум или кокаин. Перевозимый через границу, часто укрывается в виде небольших брикетов весом до 100 граммов, спрятанных в пачках из-под сигарет или карманах одежды.
Эти маленькие пакеты могут быть также вложены в рулоны обоев или коробки с конфетами, а чтобы устранить характерный запах, их закладывают вместе с луком и чесноком. В одном из случаев марихуана была переправлена в Польшу в консервных банках под видом икры лосося. Гашиш чаще всего прячут в двойных стенках дорожных сумок и рюкзаков, а кокаин – в багаже с двойными стенками, в корешках книг, в флаконах из-под шампуня, в автозапчастях или в двойных подошвах обуви. Правоохранительные органы сталкиваются с различными маскировочными методами. Например, ООН сообщает о находках наркотиков внутри фруктов, упакованных в пачки сахара или муки, а также смешанных с тофу и замаскированных внутри контейнеров. Эти схемы завязаны на коррупции и взаимодействии с своими людьми в портах и аэропортах, которые за определенную плату помогают обойти ограничения. Методы перевозки наркотиков демонстрируют глубокое понимание контрабандистами таможенных процедур и психологии таможенных инспекторов, а также их готовность использовать любые доступные средства для достижения своих целей. Чуть дальше я расскажу, почему это нереально остановить в современном мире. В 2023 году европейские морские порты оказались в эпицентре наркотрафика, пропустив через себя рекордные объемы запрещенных веществ, что принесло преступным синдикатам не менее 30 миллиардов евро. Теперь понимаете, почему они готовы на любой риск и пользуются людьми как расходным материалом? Эта статистика подчеркивает масштабы и высокую организованность наркобизнеса, который все активнее использует цифровое пространство для своих операций. Сложные методы маскировки и шифрования значительно усложняют задачу правоохранительных органов по отслеживанию и перехвату наркотиков. Это не говоря уже про то, что некоторые картели даже организовывают собственные каналы. Давид Саусера, мексиканский эксперт в области безопасности, раскрыл необычный способ доставки наркотиков. Торговые корабли, перевозящие рыбу и фрукты из Латинской Америки, встречаются с подводными лодками наркокартелей у европейских портов. Запрещенные вещества перегружаются с кораблей на подлодки, которые незаметно доставляют груз на берега Европы, где уже идет сортировка и дальнейшая доставка до конечного потребителя. Ну и отдельно хотел бы рассказать про Еще один наркотик, который в принципе не нуждается в сложной транспортировке. Метамфетамин, первоначально разработанный в начале 20 века и использованный для лечения астмы и нарколепсии, а также в качестве средства для повышения бдительности солдат во время Второй мировой войны, со временем нашел свое место в нелегальном обороте. А точнее, начал вытеснять другие наркотики. Почему? Во-первых, это доступность. Вещество можно произвести из компонентов, доступных в свободной продаже. Во-вторых, метамфетамин обеспечивает длительное стимулирующее действие, что делает его популярным среди людей, чья деятельность требует бдительности и высокой работоспособности. В-третьих, экономическая выгода от его продажи не меньше, чем у кокаина, только не надо доставлять из третьих стран. Варить мет можно в пределах города или даже района, из-за чего сейчас по всему миру появились тысячи подпольных лабораторий. Вся логистика сводится в доставке наркотика до потребителя, практически уходя от необходимости пересекать границы. Удобно. Правда? Метамфетамин, часто представляемый как средство для повышения уровня жизни через увеличение продуктивности или как временный путь к счастью, на самом деле приводит к серьезным здоровьям, включая психические расстройства и физическую зависимость. Многие страны и международные организации пытаются бороться с распространением метамфетамина через законодательные и правоохранительные меры, нацеленные на ограничение доступа к прекурсорам и усиление контроля за его распространением. Однако без глобального сотрудничества и комплексного подхода, включающего не только репрессивные, но и профилактические меры, борьба с этой проблемой остается крайне сложной задачей, требующей совместных усилий многих государств и международных структур. Испания продолжает оставаться одним из крупнейших европейских центров распределения латиноамериканских наркотиков, наряду с Бельгией и Нидерландами. В этом регионе местные наркоторговцы активно используют цифровые технологии для ведения эсопариксай и их операций, в том числе принимая заказы через мессенджеры. Это упрощает общение с клиентами и ускоряет процесс продажи.
Торговцы наркотиками стараются максимально защитить свои контакты, используя различные настройки приватности. Доставка наркотиков осуществляется курьерами, и система построена по образцу популярных сервисов доставки. Закажи, а потом приди и забери в пункте выдачи. Только тут система закладок или просто курьер прибывает по адресу. Он свяжется с клиентом, когда окажется в нужном районе, и предложит встретиться на улице или парковке. Эта схема стала особенно популярной в Испании с началом пандемии COVID-19. В октябре 2023 года местная полиция раскрыла деятельность преступной группировки Телекока, которая использовала женщин-курьеров на электросамокатах для доставки наркотиков прямо по центральным улицам города. Быстро и удобно – вот что делают новые технологии. Ну и логичный вопрос. А почему поставки не постараться прикрыть по всем фронтам? Но это невозможно, ведь огромный запас маржинальности позволяет наркодилерам не бояться рисковать людьми, машинами и даже целыми судами или подводными лодками. Полиция поймала несколько крупных партий. Ничего страшного, даже 1 из 10, которая дойдет до конечного покупателя, окупит все прошлые затраты. Ну и не забывайте про человеческий фактор. Большие деньги рождают и большое искушение. Да и в некоторых странах попросту нет денег, чтобы организовать 100% защиту границы, ведь все это стоит достаточно дорого. И пока килограмм кокаина стоит на плантации $500, а в кармане дилера $500 000, наркотики вряд ли удастся остановить. Ну и будем честны, некоторые страны даже заинтересованы, чтобы подобный бизнес процветал, ведь кто откажется от подобных денег? А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И да, если вы хотите легально заработать, умеете писать интересные сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то переходите по ссылке в описании в наш Telegram-бот. Мы будем рады сотрудничать с вами. И спасибо за просмотр.